Лимончик очень дополняет вкус этого супа. Дает легкую, освежающую кислинку. Друзья, я вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать очередной шедевр. Сейчас, ребята, по весеннему теплу. Мы устали после этих тяжелых зимних блюд, насыщенных бульонов. А сегодня хочется что-то легкое. Мы сегодня приготовим с вами очень интересный чечевичный суп. У нас будет чечевичный суп с курицей. Смотрите внимательно, будет очень вкусно. Какие ингредиенты нам надо, я вам сейчас все покажу, все расскажу. Поехали, ребята! Ну, друзья, вот наши ингредиенты, которые мы взяли. Специи, пожалуйста, мы взяли. Естественно, взяли куриные голени. Все такие красивые, мы их предварительно помыли. Зелень взяли, лук-порей, простой лук, корень петрушки, корень сельдерея, морковка и сам сельдерей с листиками. И, естественно, мы взяли чечевицу. Сейчас мы все это почистим, чечевицу промоем и начнем обжарку с куриных голеней. Да, ребята, совсем еще забыл. Еще мы взяли чесночок, ну и зелень, петрушка, кинзу. Кто не любит кинзу, может взять только одну петрушку, ребята. Ну, начнем приготовление. Друзья, кастрюля на огне. Давайте добавим 1,5 ложки столовой масла для обжарки наших булочек. Ну и будем ждать, когда масло нагреется. Ну, друзья, масло нагрелось. Давайте сейчас будем обжаривать шикарные такие булочки до золотистой корочки, ребята. Друзья, ну пока обжариваются булочки, давайте с вами почистим наши овощи. Вот так. Ну все, давайте все это промоем хорошо и будем нарезать. А с курочкой мы сделаем интересный трюк. Мы ее раньше прожарим со всех сторон до румяной корочки, почти до готовности. В этом соке, где жарилась курочка, мы будем жарить все наши овощи. И плюс немножко прижарим чечевицу. Но курочку мы вынемем. Друзья, смотрите, как интересно получается. Вместо того, чтобы нарезать мелкой соломкой, я просто взял терочку для корейской морковки. И вот при помощи этой терочки буду натирать наши корнеплоды. И получается, посмотрите, какая соломка мелкая. Посмотрите, какая красота. Точно, что нам надо. Посмотрите, как хорошо получается, ребят. Вот у нас, ребята, корень петрушки. Это морковочка. Сейчас мы сделаем корень сельдерея. Сейчас нарежем лук. Лук нарежем мелко. И будет, ребята, очень вкусный, витаминный весенний супчик. Не будет этого наваристого, тяжелого супа, бульона на основе говядины, жирной, с костями. А будет такой переходной супчик между зимой и летом, то есть весенний. Ребята, напишите, пожалуйста, или вы делаете вот
именно такой суп, как делаю его я. Если как-то по-другому, тоже напишите мне, просто интересно ваши рецепты. И немножечко лук-порей. Ребята, у нас будет классный, витаминонасыщенный, легкий суп с чечевицей и с курочкой. Курочка вообще диетическое мясо. Давайте посмотрим, что у нас с курочкой. Вот видите, она уже прижарилась с одной стороны. Ну и пусть себе продолжает жариться. Когда курица зажарится с двух сторон, мы ее немножко перекроем крышечкой, пусть еще дойдет на пару. Друзья, чтобы не занимать ваше время, я заранее все нарезал. Все ингредиенты, которые мне нужно. Что нарезал соломкой, что нарезал мелким кубиком, что нарезал полкольца. Курочка красиво зажарилась на одной стороне. Мы ее перевернули, будем обжаривать на другой. Поднимем немножко огонь, ребята. Вот такое по-весеннему у нас будет блюдо. Ребята, курочка наша зажарилась. Давайте мы накроем крышечкой еще на минут 5. Друзья, курочка наша зарумянилась. Посмотрите, какая красивая стала. Какая корочка стала на курочке. Давайте ее будем перекладывать в чашу. Смотрите, какая-то красота. Видите, какая красота. Уже корочка хорошая, стучит, хрустит. Сделаем меньше огонь и будем добавлять наши ингредиенты. Начнем мы с лука. Жарим лук. Немножко дадим ему прогреться. Ребята, в этом блюде только мясо должно жариться, а все остальное должно тушиться. А потом, когда мы добавим воду, должно и вариться. Даже не томиться, просто вариться до готовности. Я, кстати, чеснок разделил на две части. Я всегда люблю вначале дать чесночок и в конце, за 10 минут до завершения варки блюда, добавить чесночок и зелень. Ну и лавровый лист, конечно. Чесночок припустился, видите, какой он цвет получился золотистый. Давайте добавим лук-порей. Лук-порей вместе с сельдереем дадим. Вот так, и сельдерей. Давайте немножко прогреем сельдерей и лук-порей. И будем добавлять морковку и все остальное. Только каждому ингредиенту будем давать возможность прогреться. Ну, чтобы появилась легкая корочка. Она придаст свой особый вкус. Друзья, масла мы больше не добавляем. Нам достаточно было 1,5 ложки масла и плюс жир, который вытопился с наших булочек. Это достаточно будет. Это будет на супчик на 4 порции. Какой уже аромат пошел, ребят, вам просто не передать. Друзья, послушайте, какая корочка. Слышите? Хрустящая. Значит, друзья, мы добавили сейчас морковку.
Пусть она немножко прогреется, немножко размягчится. Потом мы добавим с вами корень сельдерея и корень петрушки. А сейчас на этом этапе мы добавим половину количества нашего чеснока. Вы знаете, я люблю давать в начале и в конце. Этого достаточно будет для создания аромата. Ну и пусть себе тушится морковка до мягкости. Друзья, морковка прогрелась, стала мягкая. Если наши овощи стали красивого золотистого цвета, давайте добавим корень сельдерея и корень петрушки. И все это тщательно перемешаем. Сейчас это все прогреется, корень петрушки и сельдерея, мы добавим специи, все перемешаем, добавим миллилитров 100 горячей воды и протушим минут 15-20 наши овощи. Друзья, наши овощи стали мягкие. Давайте добавим специи. Чуть-чуть их прогреем и перемешаем сразу. И заодно и водичку добавим, чтобы они хорошо растворились. Вода горячая, напоминаю, чтобы не прерывать процесс. Вот это запах пошел. Вот такая шикарная основа нашего супа с чечевицей, ребята. Витаминная бомба. Давайте накроем, сделаем маленький огонь и пусть себе тушится потихонечку. Все, наши овощи хорошо протушились. Видите, какие они стали красивые. Посмотрите, какая консистенция у них. Сейчас на этом этапе мы добавим соль. Еще чуть-чуть, напоминаю, курицу мы не солили. Ну и размешаем. Соль – это специя, которая усиливает вкус. Это усилитель вкуса, так же как сахар, так же и соль. Друзья, какой-то запах вам не передать. Вам не передать. Не ленитесь, сделайте по моему рецепту, и вы попробуйте какой-то вкусный, легкий, витаминный суп. Одни овощи легкие, курочка, зажарочка и все. Я даже картошку в этот суп не добавляю. Ребят, наши овощи готовы принять чечевицу. Давайте прогреем чечевицу с овощами. Немножко поднимем огонь, дадим чечевице немножко, чуть-чуть схватиться перед тем, как мы будем ее варить. Это будет очень ароматный и легкий супчик. Попробуйте его сделать. Вот наша чечевица прогревается с овощами. Сейчас еще немножко мы вернем курочку.
Пусть курочка еще отдаст свой вкус чечевицы. И когда прогреется все вместе, мы добавим литра 2 воды. Мы же варим суп. Ну вот, ребят, давайте теперь вернем нашу курочку. Вольем ее сок. Немножко прикроем. Уменьшим огонек. Минут 5 мы ее так потомим и зальем горячей водой 2 литра. И будем готовить до готовности чечевицы и мяса. Вот, друзья, мы добавили 2 литра горячей воды, чтобы не останавливать процесс варения. Ну, будем варить до готовности чечевицы и мяса. Запах, конечно, обалденный. Ребята, пользуйтесь рецептом и не пожалеете. И вообще пишите комментарии. Друзья, а пока готовится наш шедевр, мы с вами нарежем зеленушку. Давайте стебляки мы отделим, потому что в этом блюде нам стебляки не нужны. Я в основном стебляки добавляю в блюдо, которое томится долго, тогда они развариваются. Так просто они будут жесткие. И нарубим зелень. Вот так, здесь у нас кинза, и здесь у нас петрушка. И добавим чеснок, ребят. Вот так. И по готовности забросим. Да, еще забыл 2 листика, ребята, еще забыл 2 лавровых листика. Друзья, суп у нас получился, конечно, шедевральный. Он еще без зелени. Посмотрите, какая у нас разваренная уже чечевица. Посмотрите, какая красота. Посмотрите. Мяско красивое. Посмотрите, какое мяско. Еще осталось минут 5 мы проварим и будем выключать. Добавим зелень. Минут 5 проварим и будем выключать. Ну вот, ребята, мы добавили зеленушку. Давайте еще добавим немножко зелени нашей. Остальную зелень мы оставим при подаче. Каждый положит тарелочку. Не все любят кинзу. Кстати, какая-то красота. С чесночком, зелень. Обалденно. Ну и лавровый лист тоже там же. А теперь давайте нашу красоту неземную накроем. И пусть она минут 5 побулькает, и мы ее выключим. Пусть настаивается, ребят. Земная наша красота. Еще 5 минут и будем выключать. Вот такой вот шедевр, ребят, у нас получился. Цвет золотистый, курочка. Очень вкусный и ароматный суп получился, ребята. Друзья, наша витаминная бомба готова. Там столько много витаминов, что можно просто обалдеть. Можно получить взрыв витаминов. Очень приятный, очень вкусный, запах обалденный. Мясо готовое, цвет идеальный. Давайте мы сейчас с вами попробуем. Какая нежная получилась, ребята, чечевица. Очень нежная чечевица получилась. И как подходят корнеплоды. Петрушка, корень петрушки и корень сельдерея. Как они делают, освежают и делают богаче вкус. А курочку вот мы поджарили, ребят, до сих пор вот осталась корочка на ней. Друзья, что я хочу вам сказать.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я ничему плохому вас не учу, просто показываю свои рецепты. А ваши лайки, ваши комментарии помогают продвигать мой молодой канал. Хочу поблагодарить еще и подписчиков своих. Большое вам спасибо, что вы продолжаете быть со мной, ставить мне лайки и писать мне хорошие комментарии. Случайные зрители, которые заходят на мой канал, если вам не трудно, нажмите на кнопочку, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Напишите какой-нибудь комментарий, как вы делаете такие же блюда, как я, какие специи вы добавляете. Я хочу пожелать всем мира, добра, мира и добра вам, ребята. Всего самого хорошего. А мне приятного аппетита. Ребят, всем пока, чао, до следующих вкусных рецептов.